проезжали мимо, не мог пропустить такой знак. Идея очень прикольная, кстати. Вы здесь должны наливать, если экскурсии приходите. Но так как мы без экскурсии, нам не нальют. Это, наверное, единственное место, где самогоноварение официально разрешено. Смотрите, какие древние самогонные аппараты. Пахнет, слушай, сейчас попробуй. Есть. Там серьезно есть, вот видишь? Пахнет. Пахнет. Ну, такой хлебный запах, кстати. Ой. Ой, горит, горит. Вот это мой братан. Из леса вышел. Подегустировать сыр, самогона нам не нальют. Стоимость билета это не входит, правильно? А жаль, я думал, сейчас все включено. Как оторвемся? СМС какой-то. Что за СМС? О, это Audi. Смотри, шипованная резина. Если перепрыгнешь, то сядешь за него. Да? Ну Класс. вот испекла хлебушек. Ничего себе, спекли мы каравай. Всем привет! Мы сегодня выбрались в музей Дудутки. Это находится недалеко от Минска, Беларуси. Так что, кто с нами, погнали! Машину поставили мы на стояночке. Вот рядом церквушечка такая симпатичная. Ну и парковки вот для автобусов. В общем, подходим к самому музею. Сейчас глянем, что почем, входные билеты. И полазим, побродим здесь. Вот схема усадьбы этой. В общем, кому интересно, можете поставить на паузу и поизучать это дело. Такие ворота. И сейчас зайдем, глянем. Приобрели билеты. Они стоят 14 рублей на человека, на взрослого. На детей, по-моему, 7 рублей, да? 7 рублей. Если экскурсия, то 20 рублей. Мы взяли без экскурсии, просто спокойно побродить, чтобы не быть ни к чему привязанным. Вот такие билеты. Вот такая цена. И даже схема. В эту стоимость входит и побродить, подегустировать сыр. Самогона нам не нальют. Здесь белушки, финтифлюшки интересные. Ручная работа. Это все продается, да? Ложечки чайные. Свистульки. Это свистульки? Угу. Она веселая вот эта. И что в ней веселого? Он так играет. Прикольно. И почем эти свистульки у вас? Это 5 рублей. А интересная, веселая? 50. Ни хрена Есть еще себе. промежуточный вариант за 8. Классно. Ну, прикольно. То есть у каждой свой звук получается. Вот здесь тоже всякие сувенирчики. Бабулечки, дедулечки. Дудочка. Дудочка рабочая или... Да. Так. Кожечка тоже. Ручная работа. 240 рублей платочка не хочешь? Почему? Смотри, это кружка из этого. Бересты с березы. Угу. Красиво. Чё бы ты не хочешь? О, маска для меня как раз. Красота. А можно померить? Так просто мерить не даю. За деньги только? Не за деньги, я их даю бесплатно мерить, но уже Когда покупают. прям, да, выбираю. Это типа подойдет ли к лицу или нет, да? Как это я вот проскочил, вот такую красоту не заметил. Слушай, прикольно. Леший как живой. Вот это мой братан. Из леса вышел. Значит, если вы берете экскурсию, цена будет дороже, и туда будет входить дегустация самогона, там с закуской. Если без экскурсии, все то же самое, только без экскурсовода и без самогона. Ну, вот и вся разница. Но с экскурсией просто, долго и нудно будет, поэтому мы брали без экскурсии, чтобы самим побродить. Вот инстазона. Кому хочется пофотографироваться вот сюда. В общем, мы вот так вот направляемся сейчас
по вот этим заведениям. Здесь какие-то гончарни какие-то будут, ну и так далее. Сейчас, в общем, посмотрим. Я давненько был, лет 10 назад последний раз. Поэтому сейчас глянем, что тут изменилось. Медовуха, квас, битень. Так, в стоимость билета это не входит, правильно? А жаль, я думал, сейчас все включено. Как оторвемся? Не прокатило. Обработка. Просто видите, домик красили, еще не повесили все эти. Уже заходить можно, да? Можно. Его покрасили еще раньше. Что-то они Ой, как деревом. Слушай, как в баньке пахнет. монтировать. Все ручная работа. Разные варианты. Есть ручная от начала до конца, есть с применением, конечно же, оборудования. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Но это уже экспозиция, это оригинальные Это предметы, понятно. собранные с разных уголков Беларуси. Вот это 19 века маслобойка Германии. Можете показать? Вот это, да? Вот это покрутить, да? Можно? А вот это что за качалка? Витька. Ну, вот это, к сожалению, реконструкция, но это из той же серии, только 17 век, шляхетская, альбупанская маслобойка. О, Залили, Интересно. закрыли грузик и запустили. О, как. Да. Так нормально. Спишь и качаешь, как ребеночка. Ну да. Это для снятия обуви. Называется предмет ленивая жонка. 17 Ленивая веке. жонка. Это Я тоже, к затяжку. сожалению, реконструкция, но повтор с оригинала. Вот он так и выглядел в 17 веке. Сапоги высокие, кожаные, под форту стягивали, шляпта. Тянется и стягивает. Раньше жены снимали, поэтому шатры прозвали ленивая жонка. Все ясно. Ой, Можно это в лодка? музеях встретить. Это оригинальное все, да. Тесло вот изготавливалось с помощью вот этого тесла. Это что, кальян некий? Нет, это профессиональный духовой инструмент. Я думал, это покурить. Не, курить не будем, как я тут мастер-класс по курению. Ну, выглядит просто как трубка. Саш, приходи, пришли ко мне ребята, давайте тут с нами курить. Так это ж какое-то явно не белорусское. Это, Белорусские. это белорусское? Традиционные. Вы белорусы? Мы, да. Саука, дызышка, ладили. Дуду. Вам подсказка. Повеселиться, прогнать дуду. Да. От слова дуть. Это да. Ну, Поэтому дуду. плохо мы знаем, что у нас тут Я вам скажу, что в дудить. Шотландии он тоже есть. но Во-во-во, в я веке, хотел сказать до шотландский. нашей эры. Он есть и в Германии, и в Испании, Латвии, Польше, Турции, Сирии, очень во многих странах. Все ясно. А это наша белорусская именно модель. Короче, это все из глины, насколько я понимаю. Короче, вот это свистулечка. да. Ага, точно. Ну-ка. Ой. Это так бармена вызывать. А вот эти рыбки, это все тоже с глины, да? Рыба сама из глины сделана и на деревянной основе. Сейчас Светка будет готовить. А ты знаешь, что непослушных жен вот сюда вот отправляли вместо как, детей в угол? Нет, я буду послушная. Точно буду под печку. послушная. Все тебе потрогать надо. Можно ну. самогон доливать. Ручонки загребущие твои. Смотри, какое чудо впереди. А шляпа у вас почем? От 65 рублей. Короче, ценник в среднем там на все, на любые сувениры, да, 50-60 рублей и так далее. Курс 2,5, 2,55 где-то, если в доллары. Между А собой. как тут вообще можно понять, что тут между, а что не... Ну, надо видеть и знать и понимать, как Капец. ниточки вот между собой бордовые в зависимости от рисунка чередуются, вверх-вниз, вверх-вниз, и получается ну, либо буквочка, либо рисунок, в принципе, они тоже. И это все вот таким способом, да? Да, это все таким способом. Это Вообще более 10 пояса. видов плетения пояса. вышиваночки, белорусские вышиваночки. Белорусский бренд везде вот эти орнаменты на белорусских товарах. Узнаваемые достаточно. Короче, ручная работа 120 рублей. Налетай. Ну что, авторетро. Ух ты, тут целый автопарк. Ну давайте глянем, что тут. СМС какой-то. Что за СМС? Я таких даже и не слышал, если честно. Туда вообще человек поместится, нет? Глянь, какая куколка. Вот жена моя и вон машинка. Вот так по росту, если сравнить, то это, конечно, нечто. Огонь. Жалко, нельзя посидеть.
Вот это москвич. ЗМА какой-то. Точно москвич? Да, Уверена? там сбоку москвич. А, да, москвич написан. Где это они их понабирали? Волга. Старенькая. Там толщина металла, как броня, блин. Раньше металл не жалели, не экономили. Это тоже военная техника пошла. А вот это броневичок вообще. Зачетный, да? Ну прикольно вообще. Так, если что-то кто-то увидит, вычитайте. Я нифига не вижу. Страна Далековато. СССР. Ну, страна СССР я тоже увидел. УАЗик старенький, древненький. Мотоциклетки военные еще какие-то. Подсветка слабенькая, поэтому насколько камера вытягивает, ну, настолько и видно. О, это Audi, смотри. Ты меня на Вот, этом значок покатаешь? Audi, да. На этом биби меня покатаешь? Обязательно, садись. Я сейчас за ключами скажу. Вот на этой биби не хочешь покататься? Хочу, как раз красивый. Жучок Для такой. девочек. Volkswagen Куфер или как? Жук. Все ясно. Для Жучок. девочек. Для девочек. Ну вот такие машинки. А, самое главное, как это я так пропустил. Тракторочек такой послереволюционный. Шипованная резина. Я бы сфотографировала, села бы за меня. Ну, если перепрыгнешь, то сядешь за него. Что-то шли, вот этот мостик проскочили. Дитячая пляцовка, площадка, короче. Ну, такие типа лабиринтиков сделали детям побалдеть. Но так как мы в будний день, детей здесь нет, балдеть тут некому. Поэтому похожу, побалдею сам. Это якобы кораблик такой. Ну, прикольно. Детям, наверное, тут довольно интересно и необычно будет. Оно очень отличается от стандартных игровых площадок. Так что, кто не был в Дудутках, вот с детьми, в принципе, здесь даже есть где детям подурковать. Так, хлебопекарня. Ну-ка, зайдем. Запах какой здесь. Вкусный. Здрасте, можно? Ох, печечка. Белорусская печечка. Для емелюшки. Кстати, это печечка для емелюшки. Во, хозяюшка, смотри какая. Масло, наверное, тесто, наверное, что-то. А я не знаю, что это. Это, наверное, муку так делать. Ну, короче, Наверное. что-то там дробить. Скорее всего, измельчать муку какую-то. А здесь жерновая. А это жернова, наверное, да. Сейчас я возьму и буду вытягивать тесто. Хозяюшка, да? Да. Ну что ты там, Светка, напекла? Ну вот, испекла хлебушек. Ничего себе, спекли мы Угощайся. каравай. О, ничего себе. Слушай, Большой свежачок. каравай. Сама пекла, сама тесто месила, Всё сама мельчила муку. Своими ручками, все сама. А вот это не Готовите, да? бутафория, вот это настоящий Нет, хлеб. это настоящий хлеб. Ничего себе. Ржаной. Ульи. Глянь, какой-то старый такой улей, пенечек такой закинули туда. И медвежонка посадили. Ну, вообще необычно. Слушай, прикольно. Короче, разновидность ульев, какие были в те времена. Ну, вот кое-что от него и сохранилось. Ух ты, настоящая? А это кто? Череп коня. А? Череп коня. Коня? Ой, такой. Я думал, какое-то древнее животное. Медогонка. Медогонка, да. Короче, это мед выцеживать. Сечкарня, это ну, короче, соломорезка. Если так по-нормальному, если сказать. Вот это явно уже имеет отношение к кузнице. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Ух ты, красота-то какая. Ну да, тут все уже так серьезненько. О, печку такая. Серьезно. Да, все работает. Если хотите у нас поучаствовать, здесь можно вместе с вами выковать подковку на удачу с именем или фамилией семьи. Есть у нас такой мастер-класс. Для Кузнецова очень молодой какой-то. Я думал, тут будет какой-нибудь дед с бородой. Не обязательно. Главное учиться. Мастер-класс у нас 20 рублей стоит. Класс, Вместе с вами розочка. ковать будем. Ну, естественно, остается вам подковка. Какая И красота. красиво получится. Вот это роза. Это что, комарик. Не хочешь комарик, чтобы такой тебя вкусил?
заборы не куете? На заказ. Тут На ювелирная работа. Ага, тебе на дачу. Мы занимаемся художественной ковкой сувенирной продукции, потому что, чтобы заборами заниматься, это нужна и уже промышленная мастерская, уже современное оборудование надо. Забор, в принципе, и вручную полностью обычным молотом выковать, но... Золотой будет забор. Да, золотой даже может и дешевле будет. В общем, продолжаем нашу экскурсию. Идем строго по указателям. Засад Дудутки. Такой вольерчик со страусами. Какие они шустренькие, возбужденненькие. А эти такие спящие, уставшие. Ну, конечно, на песке тебе теплее, чем на траве сидеть. Какой большой. Какой важный, греется. Пузико свое греет, да? Ну, и видишь, На солнышке, песочка специально на подсыпали. песочке. Ну иди ко мне, иди ко мне. Домашняя коза. Привет, домашняя коза. Ой, барашки. Спрятались в тенечке. Жарко бедным. Ты меня ждал, да? Ой, он меня ждал мальчик мой. Так, а вон там спрятался дикий кабан. За травкой его почти не видно, его даже не сразу заметил. А вон второй. Это уже нормально видно. Вот у них такая территория. И бедный кабанчик линяет явно. Какой-то он лысенький, с проплешинками. Ну что, выдвигаемся дальше. Сани, причем явно настоящие. Да, у них даже металлические там какие-то внизу основания. Явно когда-то были действующие. Я не думаю, что бутафория. Так, шел и конюшню проскочил. Это, наверное, внутри конюшни надо зайти, потому что я видел, кто-то их выводил отсюда. Опа, опа. Ох, сани. Вот это сани. Запах, конечно, соответствующий конюшне. Коник уже запряжен, готов к труду и обороне. Привет, коник. Присаживайся. Можно? А кто тебе запретит? Аккуратно. Опа, опа. Тебе надо еще цветочек за ухо нацепить, и все. Королевна будешь. Вот отсюда достать. Да. Ай, сеном пахнет. Вот лошадка. Лошадка, привет. Сенка вкусная тебе. Вкусная сетка. Сенка. Какая ты красивая, смотри, пятнистая такая. Это как кония в яблоке. Ну да, как в яблоках все равно. Такие недояблоки. Красота. Чуть не проморгали такую красоту. Обыкновенный павлин. Повернись к лесу задом, а ко мне передом. Ой, какой ты, боже мой, какой красивый. Ой, весь во всей красе, глянь. Ну да, сними еще тут, приблизь его. Ну, а это девочки. Девочки, как всегда, скромненькие, серенькие. А вон пацаны во всей красе. Какой красавчик. Ой, какой красавчик. Ой, распустил перья свои. Ой. Идет ко мне. Красивый, красивый. Так, а кто это? Даже надписи нет. Ну вот возле кафешки так называемой, кому надо по малой или большой нужде, вот такие стоят тут клозеты. Ой, какие гуси, лебеди, боже мой. О, тут живность прямо во всей красе. Бегает, прямо шныряет под ногами. Так, туда мы не зайдем. Вон персональный пруд есть. Шум, гам, тарарам. Ну, слушайте, у них прям пляж, я скажу. Я бы тут даже какой-нибудь шезлонг бы поставил. Ой, какой цыпленочек, боже мой, боже мой. Масяня ты. Ой, 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 заступник бежит. Беги, беги к мамашке своей, беги. Никто тебя не трогает. О. Мамашка заволновалась, что заберут ее утеночка. Селезни крякают тихонечко, павлины. Ну, в общем, все так очень довольно интересненько. Но смотрим под ноги, потому что здесь такие минные поля. Ну, скажу вам, очень даже прикольно. Такой природный заказничек. Взяли, перегородили все, чтобы, наверное, посторонняя живность сюда не заплывала какая-нибудь.
какие-нибудь крокодилы. Ну, прикольно. У них тут такой бой мирок. Да, смотри. Я ж его увидел, он один был. И вот эта гусыня, она бегала за ним, смотри. Защищает. Ай, Защищает своего птенчика. такой желтенький, слушай, вообще такой лимонного цвета. Молодец. Красавцы. Ай, красавцы. Ты что вообще курочек поразгонял, я шла, видела. Да, они Бежали. просто сами меня испугались. Поразгонял всех Да. девочек. Слушай, мне их не пляж нравится. Ну, А ты что, ничего не боишься, что ли? Тут все шугаются, а ты не боишься ничего. Скажи, что бояться, я домашняя птица. Ох, как поют они, ох, как поют. Ох, как поют. Слушай, солнышко вышло, конечно, настроение сразу улучшилось. Ну, красиво здесь. О, как ты умеешь. Ну вот еще несколько лазеечек таких. Все аккуратно выложено досками, чтобы грязь тут не месить. Ну, тоже довольно интересно сделано. Решение вполне неплохое. Домики такие на сваях. Надо зайти посмотреть, что там происходит. Бровар написано. Здрасте. Ага, это служебное помещение. Вот здесь должны наливать, если экскурсии приходите. Но так как мы без экскурсии, нам не нальют. Придется ходить трезвым. Хотя за рулем. Кстати, это, наверное, единственное место, где самогоноварение официально разрешено. Смотрите, какие древние самогонные аппараты. Вот эта тема кому-то будет, наверное, за счастье. Вон оно там цедит. Это чтоб я туда ладошки не подставил, не попробовал. Да, по полной там самогончик идет. Ну, прикольно. Очень даже прикольно. Вон, слышите, как булькает? Я надеюсь, слышно. Конкретно идет процесс. Светка, иди посмотри, это самогонный аппарат древний. Ну вон, слышишь, булькает. И вон там уже готовый напиток. Да? можно попробовать? Ну, вон ведро стоит, если выдерешь эту сетку, можешь попробовать. Пахнет, слушай, есть. Сейчас попробуй. Там есть. Успокойся. Серьезно. Там серьезно есть. Вот видишь? Пахнет. Пахнет. Ну, такой хлебный запах, кстати. Капец. Капец. Ой. Ой, горит. Что горит тут? Ну ты даешь. Так, это тоже, наверное, какой-то самогонный аппарат, но уже более такой современный. Какая-то там бензобак какой-то или что это, не знаю. Дегустация только экскурсионных групп. Короче, нам не нальют. Да. Здрасте. Можно посозерцать красоту. Так, только экскурсии наливаете, нам вы не наливаете, да? Вам мы не наливаем. А я помню, мы когда-то тут были, тут сало резали, не? Нет, Или... сало на мельнице. А, на мельнице, ясно. Вы, если хотите налиться, так там у этом, у Борщунок. Рядом Ага. хатка. Не, мы так интересуемся. Я давно здесь не был. Короче, так как мы без экскурсии, нас послали вот сюда, за бабло, остаканиться. Борщунок. Здрасте. Здравствуйте. Тут наливают, говорят. Можно посмотреть. Так, пахнет самогоном, кстати. Сальцо. Вот даже без соли. 100 грамм 4,63 это за килограмм. 46, ни хрена 60 сальцо. Мясо. В общем, все делите на 2,5 примерно и получите в долларах. 30 рублей 0,7. 22. Чекушечки пошли.
А вот интересно. А это что, коньяк некий или что это, настойное Нет, что-то? Слоенка клюквы с медом. Клюква с медом, да? Да, вон написано. А, да. М. Ну, прикольно. Ну и все, это здесь ассортимент получается. Просто дегустационные наборы. Короче, возле этого барчика вот такие беседочки. В принципе, можно там подзависнуть, если кому-то надо. В баре затарились и пришли тут, разлили по стаканчикам и попробовали. Светка, как прошла дегустация, расскажи. Ну так, самогонка не очень. А то, что она на халяву, это вообще... А на халяву вкусно. А на халяву уксус сладкий. Да. Так, мы еще здесь не были. Так, а это что такое? Хрен его знает, что это такое. Летнее кафе, все, теперь понятно. Здесь что-то должны выготавливать, по идее. Ну, ничего не готовят. Нет, тут, наверное, все со своим. Ну, может быть, чисто так, поперекусывать. Короче, вот так вот мы ходим, бродим. А рыба здесь водится? Рыба здесь водится? Да, со спиннингом. Это искусственный водоемчик, да? Вон котяра какая серьезная сидит со сказками. И избушка на курьих ножках. Ну, на 2 сваях каких-то. А ты куда собралась? На качелях кататься. А. В общем, такая детская зона у нас с качельками. Релакс-зона. Тут явно концерты какие-то выдают. Ну, вон, моя супруга решила тут слегка детство вспомнить. Эх, прокачу. Юху! Как, дух захватывает? Да. В животике щекотит? Щекотит. Ну и хорошо. Бля, я все не могу отойти. Жена, с ведра, самогон, клобысь, бля, я в шоке. У меня даже ума бы не хватило так себе так сделать. Благо мужик не видел, который там обслуживает. Это капец. Так бы по щам бы надавал за такую дегустацию. Короче, ты решила все качели перемерить, наверное, в этом заведении, да? Гулять-то гулять. Или это уже это горячительное работает? Оп, оп. Ой, хорошо. Ну как тебе тут? Ну, нормально. Если честно, я ожидал что-то как-то Я тоже побольше, больше. да. Скучновато. Скромновато. как-то. Потому что, ну, я лет 10 назад здесь был, ну, наверное, глобально ничего не поменялось. Ну, может, что-то поменялось, но я ничего не увидел, не заметил. В прошлый раз тоже самогонка не перепала. Ну что, все, оббежали. Финалочка. В сыроварню идем. Будем дегустировать сыр. Так, вот мы сюда зашли. И что мы видим? А нифига мы не видим. Нам сыра дадут или нет, не знаю. Ага. Здравствуйте. Билетик сейчас дадим. Пожалуйста. Печечка. Смотри, какая симпатичненькая. Короче, сыра нам дадут все-таки. А сыроварня это здесь вообще, да? А как процесс происходит? Не показывают, да? Все в секрете. Короче, мы просто попробуем этот сыр, наверное. И на этом экскурсия закончена. Жена закусит, а я просто поем. Ну вот это что-то так темновато. Плохо видно. Для изготовления сыра явно что-то. Пресс какой-то. А может взвешивают, смотри, как весы. А может и быть. Взвешивают, А может смотри. быть. Ну, в общем, из процессов тут, наверное, мы ничего и не увидим. Я думал, тут какой-то процесс будет. Ничего такого. Ну, единственное, вот только какие-то побрякушки. Все. Та-дам. О. А что за сыры, расскажите? Я расскажу. Угу. Только меня не фотографируйте. Хорошо, не будем. Будем такое. Да, пожалуйста. Сыр с зеленью, с чесночком, с петрушечкой, укропчиком, без добавочки, сливочный с тмином сыр. Масло домашнее, солененькое немножечко, хлебушек с нашей хлебопекарни. Это все с нашего хозяйства, с коровьего молочка мы делаем. Приятного Давайте, аппетита. спасибо. Дегустируйте. Угощайтесь, пожалуйста. Так, этот первый сыр какой? Ты запомнила? Зелень, Зелень с чесночком. Так, рассказывай сразу. Так ты, может, Давай ты. чесночок чувствуется? Зелень, чеснок, да? Угу. По-моему, даже укроп. Да, укропчик тут. А следующий
Простой, да? Вкуснячок, кстати. Вкусненько. нравится. Мне вот это нравится. Даже хлеб вкусный. Так, финалочка. Это что? Это с тмином, наверное. Тмин чувствуется. Я не чувствую тмин. Чувствуется тмин. Давай маслица. Вот у меня жена любит маслицу. Она у меня спец по маслу. Я сейчас продегустируешь. Намазани. Вот в масле ее не обманешь. Если скажет невкусно, значит на самом деле невкусно. Мне дегустировать? Ну давай. No. Солененькая. Ну, в деревнях всегда соленое делают. Пахнет молочком, маслиском. Вкусно. Вкуснее магазинного? Да, вкуснее в магазине. Ну, тогда ешь. Тебе Это самый не большой кусок. Ты у меня любитель масла. Сливочный вкус. Ну, такой рассольный немножко. Соль чувствуется, но Солька, необычный. да. Очень необычный вкус. Такой молочненький. Такой. Приятный. Реально хороший. Не магазинный, да. В общем, даже ради этого уже стоит сюда ехать и попробовать. То мы все уже тут обошли. В принципе, на финалочку осталось ездить на мельницу. Там еще экскурсия будет. Так что, ну и все. Если честно, впечатление такое двоякое. Я ожидал нечто большего. Но, в принципе, ну, не испорчено ничем. Но финальный штрих, хорошо, что мы в конце подошли именно на дегустацию сыров и масла. Оно прям вот, вах, настроение подняло. Так что всегда дегустацию оставляйте на десерт себе. Я ожидала, что будет нам, показывать процесс, там, как масло делать или сыр, что-то вот такое вот интересное. Хотелось бы вот такое вот посмотреть. Ну, в общем, если бы показали процесс Да. изготовления масла, хоть чуточку, в принципе, наверное, было бы более сыр, интересно. что-нибудь вот такое, что Ну, как бы вот этого интересно только и не для хватило. экскурсии, вот. Если честно, когда мы шли сюда, мы думали, что это будет. Ну нет и нет, господи. Может, это какой-то секрет, традиция какая-нибудь там засекреченная. Так что, как-то так. В общем, мы отсюда выходим и сейчас поедем к мельнице. В общем, здесь российские номера, литовские, я смотрю. И белорусские, само собой. Как бы приезжие есть, немного. Но я, честно говоря, думал, что тут только белорусы будут. Появилось у нее желание посетить вот сей храм. Ну, давайте глянем сблизи, какой он. В принципе, тоже интересный, необычный такой. Крыша такая, какая-то, ячейки такая, как чешуя. Ну, интересно сделан. Так, он, видимо, закрыт, но не факт. Опа, открыто. Вот это церковь. Ну что ж, при выходе из церкви виды, конечно, красивые. Погодка сегодня более-менее налаживается, потому что пару дней очень холодно было, но уже немножко теплеет. Так что сейчас осталось нам на мельничку сгонять, и все на этом. Стоянка, а вон она мельница. Тут буквально сейчас по дороге проехаться, наверное, не знаю, может километр. И мы на месте. Вот проезжали мимо, не мог пропустить такой знак. Идея очень прикольная, кстати. Довольно оригинально. Ну что, проканули машину и пошли сейчас на мельницу. Я здесь был давно. Я не думаю, что тут что-то глобально изменилось, но в принципе есть что вспомнить. Выглядит довольно-таки масштабно. Не мелкая, я скажу. Довольно крупная мельница. Ну, какие бревна. Не жалели, конечно, когда... Вот, толщина какая. Что, заходим в самую глубь. Боюсь, что тут темновато. 1905 год. Смотри, крыса или что это? Не. Короче, морская какая-то хрень, не знаю, с шипами. Не знаю, что это. Крыса. Нет, все-таки крыса, это просто ее так сделали. Да. Ну что, полезем?
уступа. Так, кто-то туда уже накидал мусора. 1905 год, видишь? Угу, да, я это уже озвучил. Так, это я не знаю, что для чего, ну для чего-то. Жернова такие огромные. Ну что, лезем, лезем, лезем. Вот так. Вот так она выглядит. Это у нас уже второй этаж, видимо, пол неровный, под наклоном все. Не знаю для чего. А, вот получается здесь дверь, и, видимо, сюда мешки сгружать должны куда-то. Поэтому под наклоном. Это какие-то Весы, тиски. Нет, это переносить мешки. Все, я понял. Плоховато видно, но ничего не поделаешь. Очень здесь темно, конечно, подсветки не хватает. Так. Пол совсем кривой, неровный. Такие бугры. Ну вот здесь вот подсветка получше, вот здесь видно. Короче, как полубревна все равно лежат. Ну и вот здесь сам этот механизм. Короче, добавил ISO немножко. Тут есть настроечка. Вот сейчас будет получше видно. Качество будет не очень, но во всяком случае все будет видно. Вот, теперь хорошо. Вот такие шестерни деревянные. Так, выше уже здесь. А, тоже лестница там есть. Ладно, сейчас круг почета сделаем. Главное не убиться. Ох, как тут опасно. Опа. Так, с целью безопасности поднятие на верхние этажи мельницы запрещено. Ну, давайте отсюда просто покажу. Ну, в принципе, там ничего нет. И подсветки нет. Скорее всего, там все уже хрупкое, ушатанное. Поэтому ничего. Никого сюда не пускают. Ну, тут главное, пока спускаешься, тоже не убиться. Поручни такие отшлифованные руками. Ну и все. А весы-то там снял? Да, там весов я что-то не видел никаких. Вот там. Какие весы? Где весы? Ну, весы, они в Африке весы. Просто весы. Ну да. Вот получается, здесь выгружают мешки и туда все сваливают. В какую-нибудь кибитку. Вот такой вид сверху. И все. Сейчас еще рядом домик тут какой-то есть. Сейчас еще туда зарулим. Выходим отсюда и пойдем к домику. Я, кстати, помню, там нам сало нарезали, угощали. Но здесь, раз сало резали там, значит, здесь уже не порежут. Наверное, у них там что-то переформатировалось. В общем, неважно. И вот такая у них территория интересная. Давайте сейчас еще глянем, что в этом домике. Дегустация в домике навозника только для экскурсионных групп. Ну, все как всегда. Здрасте. Добрый день. Ох, Проходите, красота у вас пожалуйста. какая тут. Осматривайтесь, фотографируйтесь. Ой, Здесь какие у нас лежанки. представлен интерьер крестьянской избы конца 19-го, начала 20-го столетия. Так или приблизительно так раньше выглядели жилища наших предков. Это типа оригинальный размер, да, такой? Такой небольшой домик. Стандартный. Угу. Это для экскурсий. Капусточка, лучок, хлеб. Сало, лук, хлеб, Ага. капуста, соленая бочковая. Да. Это тут, наверное, тоже изготавливалась мебель, Да, да? это ручная работа, работа наших мастеров по деревообработке, да. У нас здесь проходит угощение сало, лук, хлеб и капуста соленая бочковая. Мгм. Но если едут братья-мусульмане, печь у меня рабочая, закладывают дрова, в чугуне варю бульбу в печи. Ну, самое главное, чтобы им хватило. А потом, если остается, конечно, раздаю дальше. Всё понятно. Да, было. Так, вы снимаете все подряд. Да? А потом вырежем. А потом вырежем. А я понимаю. А вы спросили у меня? А что, нельзя? А что, нельзя? Тут Видео знаков нет. никаких не было? А спрашивать? Вы в гостях, друзья мои. Хорошо. Я фото разрешаю, видео нет. Ну, в общем, вы все видели и все слышали. Добавить больше нечего. Так что ехать сюда или нет, решайте сами. Ну, в принципе, как развеяться
нам было неплохо, потому что у нас дача здесь буквально в 5 километрах отсюда. Поэтому сам Бог велел нам сюда съездить. Потому что последний раз мы лет, наверное, 8 или 10 были. Поэтому как-то так. Ну вот такой вид, такая природа. Так что смотрите, если есть желание, Дудутки — это пуховическое направление. Ну, в принципе, по карте, кому надо, тот увидит, посмотрит. Недалеко. От Минска 40 примерно, 35 километров, наверное. Все, народ. Кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся. Всем удачи, пока.